Привет всем хорошим людям, добро пожаловать на канал Custom Truck и добро пожаловать на серию с Ханамагом. Серию будем снимать по чуть-чуть, помаленьку, по кусочкам, и потом слепим вам одну хорошую, интересную кино. Начинаем мы с того, что моем сидуху, также моем двигатель на нашем Ханамаге, а еще нам приехали сиденья. Да, сиденья, которые нам перешивала компания «Самая мебель». Это наша горецкая компания. Огромная ей благодарность за помощь, а также отдельная благодарность директору Игорю, который нам помог с сидухами. Вон они лежат, сейчас вам покажу. Была полностью восстановлена форма наших сидений. Вот такая красота. Я знаю, что им пришлось повозиться, поэтому еще раз им огромная благодарность. Ну, также приехала еще печка, ништяки, пойдем покажу. Вот такая приехала печечка для Ханамага, 24 вольт. Также приехали воздуходувы. Все это заказывал на Озоне. Вот, под этот диаметр, надеюсь. Да, ну не супер, но нормально. Вот, так что все это будем собирать сейчас. Ну, как бы одинаково везде. Но надо будет хомуты. Хотя заявлено 42, и здесь 42. Где-то кто-то лажает. Все, начинаем наводить порядок. Вот такая красота после мойки у нас здесь. Мотором я доволен, работает очень классно, мягко вообще. Огонь, огонь. Все, продолжаем дальше. Немного я продвинулся, установил отопитель, очень крепенько, изготовил кронштейн вот такой. Один заводской кронштейн, слабенький там, а второй вот этот мощный я изготовил сам, и все четко. Там у нас можете видеть два выхода на печку. Раньше, видимо, печка здесь стояла и обогревала водителя. Ну а сейчас мы сделаем по заводскому. У нас крайние выходы будут дуть на лобовое стекло. Вот для них специальное отверстие. А вот эти два выхода будут дуть вот сюда, в ноги водителю. Тоже, я считаю, удобно. Вот там отверстие одно, и здесь второе в таком щите, который здесь устанавливается. Так что сейчас попытаюсь шланги замутить. И потом нам нужно будет еще подключать электрику. Вот, два выхода. Печку я проверил. Она работает, причем не шумно работает. Это мне понравилось. Вот, ну, так что пробуем сейчас протянуть шланги. Длины этих шлангов, естественно, не хватит. Они у нас выходят вот здесь. Вот они оба, раз и два. Вот, мы их потом заведем туда. Там где-то у нас выход в салон. Вот, вот здесь отверстие, и как бы вот так вот пойдут шланги наши. Так что сейчас откручу вот этот хомутик, он нам будет мешать, и будем пробовать вынимать. Блин. Шланги эти нам нужно будет удлинить, поэтому сейчас пойдем поищем трубку для того, чтобы их удлинить. Ну, сюда вставим и удлинимся. Вот такой сюрприз меня ожидал. В шлангах еще даже есть антифриз. Это хороший знак, значит, что здесь был залит всегда антифриз. Это хорошо. Ну, сейчас вынимаем второй. Вот здесь он идет. Вот он, красавчик. Сейчас будем удлиняться. Пытаюсь я уже проводить наши шланги. Начал с того, что подведу к печке. Один шланг уже провел. Ну а сейчас удлиняю второй шланг. Усиленный шланг силиконовый. Огромная благодарность компании Техник, которая много лет назад нам прислала вот хомутики, шланги. До сих пор пользуемся. Огромное им спасибо от души. Трубки соединительные взял от трубок кондиционера Chevrolet Tahoe. Ну вот, так что сейчас у нас запчастей запас большой. Ну что ж, пытаюсь его просунуть. Давайте попробуем. В принципе, все решаемо. Здесь не так сложно. Главное, как говорится, попасть. Вот он, наверное, и поехал. Ну вот ровно столько не хватило родного шланга. Прям чуть-чуть, но тем не менее все удалось собрать. Не помню, показывал ли вам вот эту внутреннюю часть кабины. Я ее тоже уже покрасил. Даник нам помогал ее красить.
Вот, так что тут у нас тоже преобразилось. Еще нам останется покрасить панель. Аккуратненько, красиво, но мы сделаем чуть-чуть попозже. Вот, все чуть-чуть попозже, но тем не менее потихоньку мы доводим наши проекты. Надо. Тем более, что впереди зима и будет с этим возиться все сложнее и сложнее. По моторному отсеку, вот у нас один выход. Он сейчас закольцован вот этим синим шлангом. Вот он закольцован. И вот второй наш выход, который мы будем использовать. Сюда мы оденем этот шланг. Но нам, чтобы не терять антифриз, сделаем здесь тоже две вставочки. Вот. И у нас как раз будет и по длине комфортно. Вот, то есть в любом случае нам бы не хватило шланга. И мы не потеряем антифриз. То есть пережмем шланг здесь, пережмем здесь и соединимся. Сейчас это и сделаем. Пережал один шланг и пережал вот здесь тоже второй. Сейчас мы отрезаем, где нам комфортно. Так, готовим сначала шланг. Вот так. Вот эти хомуты, они очень классные, но они на пределе. Так, секунду, один у нас сломан. Хомут. Так, и вот так. И вот так. Опа, 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 опа. И опа. Так, один готов, второй готов. Тут главное ничего не пролить. Вы готовы? Бляха, ну надеюсь, они пережались, все будет нормально. Пережались, но не совсем. Бляха. Ладно, ладно. Без паники. Вот так. Так, тут не совсем. Надо обрезать еще дальше. Блин. Все, друзья. Ну, сейчас хомуты только эти, чтобы одеть. С хомутами придется повозиться, но сейчас сделаю. Еще, зараза, дождь на улице, как назло. Надо ехать домой. Оба зажал. Пускаем воду в систему отопления. Надо будет сейчас взять хомутиков пластиковых и закрепить здесь, навести порядок. Шлангами этими, патрубками. Со всеми. Еще раз огромное спасибо Аккумулик Бай за аккумуляторы. Ну, у нас вот, видите, красота теперь здесь. Все четенько. Вот еще нюанс, который нам тоже нужно сделать, чтобы все работало четко. Ну что ж, поработал буквально 5 минуток, он 7, и патрубки уже теплые, причем оба одинаково теплые. Это означает, что воздуха нету. Все хорошо. Вот, так что результатом сегодняшней проделанной работы я доволен, но, видите, еще нам нужно делать разводку здесь, электрику опять-таки делать, регулятор у нас есть в комплекте. Не знаю, когда мы продолжим, ну, посмотрим. И ручник тоже сделал. Работает, все четко. Ручник у нас на передний диск. Вот такая конструкция. Все, она работает, все четенько. Я там подрегулировал, все огонь. Вообще, признаюсь вам честно, мне Ханамаг очень нравится. А вообще аппарат. Все так четко в нем. Вообще классный. Мы его еще доведем до ума. Не знаю, как быть вот с этой всей фигней. Приклеится она или нет. Не знаю.
Тут вот, может, с резинками, в принципе, одену, вот, уже будет лучше. Ну да, там тоже с резинками. Здесь у нас нету в этой части, а там с резинками, а там клеить. Ну, в любом случае, надо будет повеселиться. Вложим еще немножко силы терпения, и Ханамак будет еще круче. Наступили холода, и нам нужно разобраться с Ханамагом. С момента последней вставки с ремонтом Ханамага прошло, наверное, месяц. Что я хочу сделать? У нас, видите, один воздуховод есть, второго воздуховода нету. С этого и планирую начать. Нужно нам примудрить от зила. Так, печка у нас все установлено, самое главное. Чуть-чуть не хватает вот доделать ее и электрику тоже сделать. Также нам нужно провести манометр на давление масла в двигателе. В общем, мелочевочку всю подтянуть и электрику. Вот. Трос газа тоже замерзает под вопросом. Его тоже нужно поменять или перемудрить на какой-то новый, но нужно что-то делать с этим. Ну, а так остальное все четко. Вот таких два воздуховода у меня есть. Ну, этот явно не подходит, а вот этот зиловский прям оптимален. Вот нашего зилотаха. Сейчас, я думаю, ему нужно отрезать вот эти вот поверхности. Ну, то есть сделать ее более узким. Думаю, даже с одной стороны отрезать, чтобы со второй можно было закрепить. Либо. Он вообще крепится снизу. В принципе, есть возможность его бахнуть и снизу. Как раз там хватает у нас места, чтобы повернуть патрубку. Ну, шансы есть. Вот так я усовершенствовал конструкцию. Сейчас посмотрим. Мне кажется, уже будет гораздо лучше. Да, вообще супер. Вот, как в оригинале. Единственное, сейчас выгну сюда вот эту часть, и все будет держаться даже. Вот так. О! Вообще классно будет. Единственная проводка влезет, тут все влазит тоже. Вот такой вариант у нас получился. Все почти в оригинале, можно сказать. Гофру, кстати, заказывал на Озоне. Офигенная гофра и недорого. Здесь пришлось сделать два разреза, чтобы подогнать под размер. Очень нравится заниматься Ханамагом. Он неоднократно нас уже выручал в самых различных задачах. Но, несмотря на это, конечно же, всегда хочется чего-то новенького. И если вы сейчас находитесь в поисках новой спецтехники, то смело идите на Авито спецтехника. Ведь это один из крупнейших онлайн-игроков на рынке спецтехники в России. На сайте огромное количество объявлений о продаже спецтехники как новой, так и с пробегом. Очень приятно, что новая спецтехника здесь представлена от официальных дилеров. А это означает, что купить ее можно надежно, быстро и безопасно. Кроме того, сейчас на Авито спецтехники снизили цены на новые тягачи. На платформе действуют скидки от дилеров. Заходим в раздел «Грузовики и спецтехника», ставим в фильтрах галочку «Со скидками» и выбираем самое подходящее объявление. Так что переходите по ссылочке в описании, знакомьтесь с Авито спецтехникой и выбирайте новые тягачи по специальным ценам. Вот так. Осталось только приклепать вот эту штуку. Правда, видите, накосячил, чуть-чуть в сторону почему-то ушло. Сам даже не понял, на каком этапе это произошло.
обе деталюги готовы, можно их подгонять, устанавливать. Некоторых отверстий там у меня не хватает, поэтому придется что-то изобретать. Давайте вам покажу, как у меня здесь выходит. Снимать здесь, ну, сами видите, неудобно. Вот, ну и работенка такая, нужно без нервов. 3 части, центральная и 2 боковинки и маленькое окошко. Вот сейчас я ставлю левую боковинку, потом поставлю правую. Патрубок вот там, видите, у нас стоит уже. И сейчас просто вот так нужно его придвинуть. Но нужно аккуратненько, потому что оно тут все цепляется, блин. Вот так вот. И все становится. Прикручиваю на саморезы вот такие нержавейки у меня есть. Длинные, правда, но крепкие, классные. Вот, ну буду собирать потихоньку. Самое главное наладить эту движуху. Ну, оно, в принципе, все становится вот так вот, и все будет красиво. Пытаюсь потихоньку собирать, но темнеет уже быстро. И еще один нюанс, который мне нужно решить, это перенести наш манометр на давление масла. Он вот здесь коряво очень проведен, так, через дверь эту коряво. Нужно его провести по заводскому через сюда, вот, через технологическое отверстие специальное, и запустить там в панель приборов. Вот, и для этого мне пришлось его удлинить. У Ханамага есть на блоке выходы вот под давление масла. Вот они идут, 1, 2, 3 и пошли 5 выходов. Вот, я прикрутился на самый крайний. У нас был вот здесь он, я открутил и прикрутил на самый крайний. Теперь у нас есть запас. Вот, и еще у нас проблема с газом. Вот ее тоже нужно решать, замерзает тросик, невозможно пользоваться. Вот он уже замерзший явно. Вот. Так что такие дела. Ханамаг, все красиво, мотор, ну прелесть. Нигде ничего не плывет абсолютно. Все сухенько. То есть не зря я на заводе по капиталке моторов отработал 20 лет мотористом. Вот, так что продолжаем наши работы. Холодно, зараза, капец. Вот уже и темно, друзья. Но кое-что я успел сделать, а именно протянул таки я шланг через нужное мне место. И, в принципе, установил вот наш датчик. Теперь панелька уже будет поаккуратнее. Еще нужно будет разобраться с электрикой. Здесь тоже нюансов много. И то не работает, то не работает. Вот. Ну, будем разбираться потихоньку. Еще хочу сделать освещение нормальное, чтобы у нас была возможность работать и в темное время, чтобы Ханамаг светился как надо. Видите, как не успеваешь нифига из-за короткого рабочего дня. Но, тем не менее, мы достаточно сильно продвинулись, уже почти собран низ. Вот, но еще чуть-чуть придется поработать, конечно же. Камеру уже не буду включать, расскажу вам завтра, что успел сделать, потому что еще полчасика планирую, сейчас одену фонарик, с фонариком полазить. Утро доброе, друзья! Ну что, сегодня давайте покажу вам, что вчера сделал. Собрал всю нашу вот эту панельку. Вчера уже было темно, фонарик на голове, снег метет, здесь пол весь замело. Но я не сдавался и собрал. Результат есть, все четко, осталось нам только подсоединить проводку на печку. 2 вывода есть здесь, вот плюс и минус, но нужно будет нам еще сделать сам регулятор. Я его пока что не могу найти, установим его тоже. И ну, нужно здесь порядочек немножко навести по электрике. Вот, что-то где-то не работает, но вчера вставил предохранители. Вот, и у нас заработал и свет, только фара правая не работает, тоже нужно разобраться. То есть, ну, начало кое-что работать у нас, это хорошо уже. Хороший знак, как говорится. Вот, сейчас занимаюсь замком. Разобрался я, в чем причина. Сделал его, собрал и, в принципе, работает все. Единственное, сейчас отрегулирую тягу, чтобы изнутри он открывался. Потому что есть нюанс, не хватает хода вот этого рычага. Ну, мы сделаем, как бы должно все нормально быть. Вот, потому что его не хватает, чтобы полностью открыть дверь. Но я думаю, сейчас помучаемся, повозимся, и у нас все получится. Юра вернулся с рейса. Сейчас здесь постоянная проблема, отгнивают эти все фонарики.
копошится, занимается вот там. Но так с большего все нормально. Ну и наш ханамак, красавчик, потихоньку приобретает уже нормальный, хороший, собранный вид. Панель мы покрасим это не проблема, заклеим приборчики и покрасим, будет красиво. Вот, нижнюю часть здесь тоже подкрасим, либо, может быть, обтянем карпетом каким-то, ну, что-нибудь сделаем здесь, чтобы было аккуратней. Вот, ну и на полик надо было положить тоже какую-то резину, вырезать. Так, ну сейчас разберусь с замком и будем дальше продвигаться. Все, теперь в ханамаге будет тепло. Вот, еще нам нужно сделать освещение дополнительное. Поставить тоже. И будет вообще красота. Летом не было времени заниматься, да? Вот сейчас будем мерзнуть. А что поделаешь? Ничего не поделаешь. Вариантов нету. Решил я установить вольтметр вот такой. Хотел установить китайский. Вырвал нервы, что-то, блин. Да и смотреться будет не стильно. Решил заморочиться, сделать отверстие, и будет надежная у нас конструкция. Вот, потому что у нас генератор, который возбуждается не от лампочки, а просто от подачи тока. И постоянно моргает эта лампа, она пытается там заряжать, не заряжать, хрен поймешь. В итоге я решил, что уберу эту лампочку, а сделаю просто вольтметр, и я буду видеть свою зарядку, которая есть. Вольтметр качественный, когда-то покупал его в Смоленске. Вот, так что сейчас попытаюсь продербанить это все. Это будет непросто, но вариантов нету. Вариантов нету, будем сейчас потихоньку грызть. Вот такой Юрис мне подарил пневмо-штуку. Ой, что это называется? Пневмофрезер. Вот, Юрису огромное спасибо. Болгарка, как всегда, поставила свою жирную точку во всей этой схеме раздалбывания большего отверстия, потому что Макиту что-то мне стало жалко. Вот, воздуха у нас не хватает, чтобы работал Парксайд. Ну, пневмо это, шлифмашинка. Компрессор у нас уже слабый. А болгарка, как обычно. Чик. И все в идеале. Ну, надо чуть-чуть еще чуть-чуть надо. Ну разве не красота? Прелесть. Потихоньку копошусь с проводкой. И вот поражаюсь, как качественно сделано все-таки вот в иномарках. Видите, обычная подсветка, она, кстати, подходит сюда, вот тоже можно вставить без проблем. Но вот немецкая лампочка, видите, то есть стоит болтик. Все провода, которые сюда вставляются, залужены. То есть, ну, качество очень хорошее. То есть смотришь, он болтик какой-то прям из нержавеечки, все такое классное, качественное. Все, резиночка, все как надо. Чик. Ставил, сейчас проверим, кстати. Все работает. Так, ну что ж. Еще вот этот прибор у нас тут с подсветкой. Работает она или нет, непонятно. Подсоединим этот прибор. Он подсоединяется элементарно просто, плюс-минус и подсветка. Все. Фиксируется он с помощью скобы. Вот этой. Чик. Гаечку закрутил. И все готово. Никаких сложностей. Сейчас сделаем две мамы. Нам нужно и подсоединиться к системе. Наживил. Ну, вот таким образом, потихоньку мы разберемся с ханамагом. И все будет четко. По чуть-чуть. Тормоза, я не знаю, у нас ручник работает. Он как раз тормозит. То есть, ну, он работает четко все. Так что пока что, ну, зима. Наверное, в тормоза не будем нырять. Потому что, во-первых, одному невозможно это сделать. Ну, посмотрим, будем смотреть. Если время будет еще, то занырнем и в тормоза. Копошусь с тросиком. Он полностью замерзший. Хочу его сейчас отогреть, промазать, пролить маслом. И будем собирать его обратно, потому что трос по качеству очень хороший. А по длине я даже не знаю, где такой найти. Вот он в таком виде. Видите, такой мощный трос. На морозе производительность труда в 2 раза меньше. Это как минимум.
Так, болтики не теряем. Все, пойдем в офис, положим его, пусть оттаивает. Смотрите, какой длиннючий. Просто капец. А еще очень большой мороз будет. Еще Юра затеял неладное, поменять фонари на Вольве. Ну, на прицепе точнее. Так что сейчас будет большая работа. Он сидит там весь грязный, мокрый. Ой-ой-ой-ой. Да, тяжела жизнь модели. Ханамага ждут вот такие кресла для установки. Они лежат у нас уже, наверное, месяца 2. Огромное спасибо Игорю, директору компании «Самая мебель», наша горецкая компания, которая производит мебель. Они нам перешили, все сделали, просто красота. Также там, наверное, и Дима ему помогал. В общем, всей банде, которая участвовала вот в этом процессе, им всем огромное-огромное спасибо. И привет, и благодарность с канала Custom Truck. Буквально 3 минуты трос полежал, все, я его вынул. Состояние у него хорошее, поэтому будем его мутить. Огромное спасибо Константину из города Минска, который нам сделал подгончик. Такие динамики, плюс еще мелочевка, индикатор часового типа. Я уже там его спрятал, вообще бомба. Максим, огромное тебе спасибо. Спасибо от души. И спасибо от канала Custom Truck. Вот, так что такие новости. Сейчас проливаем маслицем наш кожух тросика и будем все собирать обратно. Это история про часы, достигшие уровня смартфона. Часы-смартфоны выпускает тюменский бренд Case Guru. Можно разговаривать с гарнитурой тюменских смарт-часов Case Guru и даже почитать ответ. Часы Case Guru совместимы с Android, iOS и Windows. Топовая синхронизация с любым смартфоном. Помогают всегда быть на связи, дети не пропадут и коллеги не отмолчатся. Часы Case Guru работают без зарядки до 10 суток. Яблоки за 100 тысяч тянут 1,5 дня, но Тюмень часы стоят в 10 раз меньше. Часы CG Watch Sport помогают трансформировать личность, следить за здоровьем и расписанием. 37 режимов тренировок, персональные рекомендации с учетом возраста и пола. Дисплей спортов на 10% больше, чем у флагманской модели Apple, которая в 8 раз дороже. Ремешок спортов из гипоаллергенного силикона, как у детских пустышек, не раздражает и не натирает запястье. Модель CG Watch Round – первая в России смарт-часы с супермощным аккумулятором, пашут 10 дней без зарядки. Экран часов CG Watch Classic с крутым разрешением сделан на одном из топ-заводов. Виден при ярком солнце и под острым углом. Сканируй QR-код или переходи в описание. Там ссылка на умные часы CG Watch по разумной цене. Промокод CUSTOM2412 на скидку до 500 рублей. Все готово, взял масленочку под давлением, пробил тросик. Промазал все маслицем тщательно, и мы готовы к установке. Сейчас тут будет порядок у нас. Вот наш фиксатор. Придется что-то мудрить, мутить по этому поводу. Без мудрежки, ну, никак не обойтись. Сейчас его здесь установлю на насосе тросик, а там будем мудрить. Как у тебя продвигаются дела? Отлично. За день работы уже без перчаток привык. Жарко. Жарко стало. Да. Ну как, здесь страшно все выглядит? Не, все отлично. Трубочку завести. Трубочку говорю. Провод? Провод. Она ж с левой стороны шла как-то. Очень хитро. Я думаю, ты разберешься, ты же электриком я давно. Я сверлю в стекле в новом. Ну понятно. Хорошо. Там зацепил за рычажок, осталось нам только закрепить вот в этой части тросик. Сейчас что-нибудь придумаем, какое-то крепление сюда. Вот здесь проводку еще пока что в порядок не приводил, потому что, ну, непонятно, нужно разобраться, все ли четко работает. Поэтому сюда не лезу. Ну, так что сейчас будем пробовать что-то думать. Друзья, решение само пришло достаточно быстро. Просто закрутил туда болт, а к этому болту зацепил нашу уже, которая у нас была. Вот эта вот штучка. Ну, фиксатор, да? Можно так его назвать. Сейчас, наверное, еще на всякий случай возьму просто пластиковым хомутиком, прижму здесь вот аккуратненько. И, в принципе, все. Я думаю, отлично будет здесь. Здесь у нас все закреплено. Осталось только закрепить на самом там топливном насосе. Педалька стоит вроде нормуль. Все собрал. Сейчас попробуем запустить.
работает четко. Раньше, когда поворачиваешь руль, менялись обороты двигателя. А теперь нормально. Вот эту педаль еще сделать бы как-нибудь, блин. С зарядкой у нас проблемы, да? Я смотрю, лампочка этот дергается. Надо делать что-то напрямую, чтобы была зарядка. Вместе с нашей печкой шел вот такой регулятор. Сейчас я его хочу установить вот сюда. Он подключается и регулирует массы через минусовую клемму. То есть плюс подключаешь напрямую, а минус подключается сначала к источнику, а потом к печке. То есть вот такая конструкция. Здесь есть инструкция. Путать нельзя, сгорит регулятор. Молодцы, что предупредили. Вот, потому что сейчас бы дядя Дима тут начудил. Ну, инструкция есть, сейчас мы подключим все, установим, я думаю, будет работать. Через предохранитель устанавливаю, так что должно быть надежно. Так, подключил регулятор, пробуем. Ого, не работает. Что за косяк, интересно, регулятор работает. Интересно, девки пляшут. Бляха-муха. Все-таки электриком я, видимо, зря столько лет отработал. Короче, я забыл просто подключить центральный провод. Запитал только регулятор, а на печку провод не подключил. Все работает. Кстати, классно работает. Все, собираем наконец-таки. Ну, видите, спешка. Главное не пережать. Все, отлично. Контрольная проверка. Отлично, все работает. Так, друзья, наша следующая задача. Печка работает, все хорошо. Нам теперь нужно установить свет. К нам приехал профессиональный электрик, Влад его зовут. Вот, он нам помогает все устанавливать. Вот, ну я, конечно, шучу. На самом деле, Владу огромное спасибо. Влад, поприветствуй зрителей. Всем привет! Вот. Ну и сейчас вот хотим установить фонарики. Видите, у него в руках уже он один есть. Планируем их установить по бокам. Вот здесь, чтобы у нас был, ну, скажем так, боковой обзор света. Вот. Ну, примерно вот так, да, Влад? Да, все, я пробую бомбить дырку. Пристегни ремень. Хорошо. У меня здесь есть возможность накрутиться, понял? Вижу. То есть надо подложить туда гайку. Давай накрутим туда-сюда. Пару штук. Одной, в принципе, у тебя одной хватит. Ой, какая красота, слушай. Неужели это у нас у Ханамага будет такой крутой свет? Ну как там получается? Типа вот так будет, да? Мне кажется, оптимально. На, ключик, у меня он. Подожди, а провод мы потом куда будем? Мы дырку сделаем, еще одну, и проведем провод. Не дырку, а отверстие. Смотри, красота какая. Ну, как заводом, блин. Ну, конечно, мы все делаем по заводу. Устанавливаем второй фонарик. Ну, прям вообще классно будет. Давно я хотел сделать освещение, но все никак не доходили руки. А сейчас вот уже как раз тот момент, когда по-другому никак. Все, дальше страшно? Сюда, в эту дырку, будем его заводить, чтобы он уже нам не сверлить лишнюю. Чуть-чуть сейчас добавлю изоленты, и будет все аккуратненько. И заодно подожму. Вот здесь можно, видите, даже регулировать. Если нас что-то не устроит, слишком далеко там будет, то можно вот здесь отрегулировать. Все, завели оба провода. Вот, их здесь проведем сейчас аккуратненько. Значит, эти фонари у нас будут работать вместе с двумя вот этими. То есть, когда мы будем работать на Ханамаге, включаешь освещение все вокруг и работаешь. Вот по такой схеме. Поэтому сейчас тоже здесь проведем. У нас уже
Этот провод тоже готов для запитки. Сейчас все сделаем. Его мы проведем через моторный отсек. И он пойдет со всем жгутом, с основным жгутом, пойдет в кабину. Вот такой план. Провод поднимается сюда. И вот этот выключатель у нас будет за дополнительный свет задний. Вот здесь у нас передний свет включается, причем горит и контрольная лампочка. А здесь включается задний свет. Ну, таким образом будет у нас все четко. И аварийка. Вот. Еще у нас остались кнопки для сигнала. Нужно сделать. Вот сигнала. Нету сигнала у нас. Но сделаем. Потихоньку все это сделаем. Ну что, мы на финишной прямой. Замерзли уже просто до ужаса. С Владом сидим здесь. Но все работает, сделано. Значит, у нас вот это будет на задние фары. Сейчас покажу вам, как светится. Контролька тоже горит. Голубенькая, красивая. Ух ты! Вообще классно, слушай. Балденно, причем так светит и задняя все валит. Отлично. Ну вот такой у нас теперь будет свет на Ханамаге. Да? Влад, по-моему, классно? Во. У нас еще проблема, правая передняя фара не горит, но это уже сделаю чуть попозже. Продолжаем заниматься погрузчиком. На пределе работаем. Нужно сделать фару вот эту, потому что не светит. Видимо, там проблема с лампочкой. Та фара работает, а это вообще ноль. Вот сейчас разберем, посмотрим. Внутри здесь оригинальные бошевские фары. Вот нужна отверточка. Сейчас открутим. Они даже там с подфарниками какими-то. Друзья, в общем, я уже занырнул так. Здесь просто невозможно разобраться. Но провода все, половина откручена, отвалена. Надо снимать фару. Снять фару не могу. Но сейчас вот вроде этот пошел уже болт. Тоже такое себе, блин. Ужас какой-то, еще погода такая дурацкая. Сейчас буду пробовать снимать фару и разбираться здесь стык-провод. У нас снегопад, но есть результат. Полчаса все вынул фару. Вот с этими болтами провозился, да ужас. Но нашел здесь все, что как. Половину нужно выкинуть, вот, а ближний дальний сделал. Аварийка, повороты, все тоже работает. Метет ужасно. Надо скорее собирать Ханамаг, чтобы чистить снег уже. Да, на Вольве надо уже выезжать, да? Ты докуда будешь чистить? Докуда мне ехать? Да. Закончился снег, начался дождь. Чуть собрал я эту фару. И есть плохая новость, у нас треснуло стекло. Что-то оно то ли перекосилось, то ли что. И, в общем, лопнуло. Возможно, это моя вина, не знаю. Сейчас все, что мне осталось сделать, это собрать внутри. Из недостатков у нас плохо работает дворник, не до конца берет. Вот, печка работает хорошо, то есть его перевернуть надо, дворник, просто ниже чуть-чуть опустить. Вот, и еще что плохо, что сзади у нас тоже нету дворников, будешь ехать задом и ничего не видно. Вот туда надо тоже дворник какой-то мутить, делать. Так что такие вот дела. Ну а так остальное все хорошо, печка работает. В принципе, даже тепленько уже было. Но это он на холостых стоял. А когда он поработает, я думаю, вообще будет хорошо. Собираем дальше панельку и сидухи надо поставить. Вот это у нас сидуха, а? Ханамаг в шоке. Короче, сидуха бомба. Еще раз Игорю огромное-огромное спасибо. Все просто супер. Опа! Поехали, вообще огонь. Теперь на Ханамаге будет работать сплошное удовольствие. Собрал я всю панель. Здесь воздуховод наш приварил сваркой. Притянул сварку здесь, ну, помучился, но зато уже будет надежно, он держаться будет и четко. Осталось мне вот здесь замотаю жгут этот, не знаю, куда он идет. Что-то лишнее сейчас откусим, но тоже здесь наведу порядок, чтобы эти провода вот так не болтались. И пойдем заниматься Вольвой, потому что по Вольве на среднем мосту
стерлись колодки. Вот, и пружина стерлась, нужно поменять пружину, сжимающую колодки, и наклепать новые колодки. Так что вот такие у нас дела. Работаем, занимаемся. С Ханамагом пока что все. Будем продолжать его эксплуатировать. В принципе, сильно подтянули его, сделали переднее освещение. Теперь будет светло, а даже работать в темное время суток. Сзади тоже освещение суперское получилось. Ну, одним словом, Ханамага немножко подсовершенствовали. Вот, так что, друзья, огромное спасибо, что были с нами. Обязательно поставьте лайк к этому видео. Это продвигает наши видео в тренды YouTube. Вам я желаю только хороших людей на жизненном пути, всех благ и всего самого наилучшего. Всем пока!